Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Добро пожаловать на мой канал. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии, поучительные, жизненные, иногда смешные, иногда грустные. Ой, иногда до слез прям пробирающие жизненные истории. Спасибо вам. Благодарю. Возможно, благодаря этим жизненным историям кто-то сможет избежать в своей жизни каких-то роковых ошибок, да. Будет использовать ваш опыт жизненный, ваши ошибки, на ваших ошибках будет учиться. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кто я для людей? Так, сегодня в нашем раскладе постараемся мы выяснить, кем вы являетесь для окружающих вас людей, да, какой, может быть, вас видят, какой вас считывают, ну и правда, кто вы для них. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации вышла сигнификация, похожа на вашу подругу, сестру, есть смысл посоветовать ей посмотреть. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, почему-то показывает мне женщину. Эта карта так и читается. Вечная невеста. Вечная невеста, повторюсь, девушка всем хороша. Ну, объективно, внешне. С интеллектом все в порядке, навыки, способности, все присутствует, но она не может получить почему-то желаемый результат. В отношениях это может проигрываться как вечная невеста, знаете, как завтраками женщину кормят, да, может быть, мужчина встречаться там и не месяц, а годы встречаться с ней, и где-то даже отдавать отчет мужчина, что женщина всем хороша, но эта женщина то ли слишком пытается, знаете, как понравиться, быть удобной. И даже такие варианты могут проигрываться. Мужчина встречается долгие годы, и женщина мечтает о союзе, браке, о детках. Потом в один момент мужчина хоп и женится совершенно на другой девочке. Да, может быть, как раз на той, которая не слишком к этому так стремилась, не слишком за него держалась, не слишком давала ему вот это ощущение, там, уже не знаю, значимости, да. Вот тут такое может быть. То же самое вечная невеста, это по поводу, может иногда проигрываться на работе, да. Женщина старается изо всех сил там и остается после там какой-то нормированной, да, работы, рабочее время, и там помогает и всем, и больше на себя взваливает дел, да, то есть на работе, на какой-то, там, у вас есть один объем работы, а вы там за троих пашете, в надежде даже где-то, может, даже без надежды, в принципе, для того, чтобы нормально как будто бы себя зарекомендовать. Где-то это в надежде на повышение, допустим, какое-то, да. А потом в один момент повышают другого, или вообще приходит совершенно не из вашей, скажем так, тусовки человек, и он становится там каким-то начальником, да. А все ваши труды, это пофиг, да. Как будто так и нужно. Ты же сама типа так хотела. Вот это вот, или в отношениях подруги то же самое. Вы можете стараться где-то оберегать свою подругу, стараться причинять поменьше боли. Где-то там, где вам даже, или с родными, да, то же самое. Боитесь лишним словом каким-то своим, опять-таки, дискомфорт какой-то, такую неприязнь может даже вызвать, да. То есть вы лишний раз переживаете за людей. И многие уже не то, что вам благодарны за это, да, за вашу какую-то деликатность, за ваше желание, может быть, оберегать кого-то. Нет, считают как должное, а потом ноги утирают, да, как будто переступают, и потом вы можете для себя осознать, что ваша ценность падает в глазах вот всех этих вот там на работе, близкие, родные, там подруга, к сожалению, да, как будто бы это не ценится. Вот добро, опять-таки, ваша человечность какая-то, вот это все как будто бы обесценивание происходит. Так вот у меня такое, кажется так мне вот по этим картам, что женщина
Показано, ждет изменений в своей жизни, надеется на лучшее. Наконец-то этот период какой-то, или это ну, вот какой-то этап в этой жизни, да, именно связан с ее вот таким вот каким-то, даже отчасти каким-то жертвенным поведением. Это заканчивается, и вы переходите на новый уровень. Ну, это как ожидание, да, вы в предвкушении, вы надеетесь, может быть, в связи с тем, что вы где-то что-то осознали, да. Почему-то мне тут показано женский какой-то коллектив сейчас, как карта друзья, теневая сторона. Вполне возможно, вы сейчас, если общаетесь, ну тут именно женщина почему-то подчеркивают, может быть, где-то вы себя чувствовали, знаете, чужой среди своих. Но тут такое, как будто бы вы стараетесь даже понять мотивы этих женщин. Не то, что там попытаться в их кожу влезть, да, и как будто посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот тут почему-то мне такое подсвечивает. И тут еще карта двойственность. То есть у каждого из нас есть вторая сторона. Тут как будто бы у вас такой интересный этап в жизни, где вы вполне возможно, вы сейчас переходите на новый уровень, и действительно у вас в вашей жизни может сейчас что-то пойти по-другому, по-иному, или вы в преддверии этого. Отчасти идет, тут замешано, я говорю, взаимоотношения у кого-то с рабочим коллективом, с женщинами. Вполне возможно, неожиданно для вас, почему-то мне тут такое вот, там, где раньше вы не находили какое-то там понимание, поддержку даже, тут карта друзья, вполне возможно, вы найдете. При этом тут такой момент, девочки, как будто бы, если где-то, может быть, даже вы признаете, или вы уже это признаете, что ну, никто не идеален, и не нужно тут, может быть, кому-то не нужно повышать каких-то, знаете, как предъявлять повышенных требований, но в то же время и к себе это не нужно. Тут что-то такое, вот, как будто бы где-то умение посмотреть сейчас, вот как будто происходит, у вас меняется ваше восприятие, может, взаимоотношений между людьми, но, то, знаете, тут как будто бы не нужно и к ним предъявлять никаких претензий, понятно, они не идеальны, но и себя тоже корить, и к себе тоже нужно как будто бы снижать вот это вот, эти требования. Ну, не так идет, не знаю почему. Так, какая еще тут девочка у меня? Ну, на самом деле, девочка, которая умеет дружить, и которая, по большому счету, ну, всегда готова прийти на помощь. Тут, может быть, изначально вы даже в какой-то, если в рабочий коллектив вы пришли, женский там, или, может, это ваши подруги, то вы вот тут прям показано, что как будто бы вы вкладывали в это понятие дружбы, дружбы, взаимоотношений вот этих вот. У вас определенное было об этом мнение, и вы как-то, допустим, вы старались там, да, вполне возможно в ответ вот где-то какое-то разочарование, что вы этого не получили, недополучили. Ну, как я же говорю, как будто бы вот люди где-то, правда, как где-то разные восприятия, разное видение вот этой той же самой дружбы, тех самых рабочих взаимоотношений. Как-то так. Но меня радует то, что вот я же говорю, у вас сейчас в вашу жизнь что-то новое влетает, входит, вы в предвкушении этого всего. И это действительно переход на новый уровень. Так. В чем это? Тут как будто бы вы двойственная. Тут у каждого из нас это есть, карта замок. Но тут как будто больше вы скрываете, вы поменьше стараетесь с кем-либо о себе, своей жизни там делиться, планах тем более. Ну, а вообще вокруг вас, да, правда, как игра. Вы понимаете, что люди очень многие играют, носят маски. Ну, и это учит вас по карте воительница где-то уметь отстаивать, выстраивать изначально, да, эти рамки, границы. Где-то на вытянутую ручку, где-то лишний раз, да, опять-таки думать в первую очередь на несколько шагов вперед, да, и о себе думать. Тут как-то так. И умение защищать себя, да, как-то так, отстаивать это все. Ну, просто сочетание такое, не хотелось бы, тут карта дружба. Вот как будто бы вы надеетесь на одно, и вы хотите каких-то дружественных, теплых, каких-то взаимоотношений с людьми. А получаете не совсем тут как будто бы. И вы стараетесь хоть как-то это изменить, хоть как-то надеетесь, ну, может быть, хоть так получится.
Интересно. Я не буду говорить наивно. Нет, не наивно. Почему? Каждый из нас имеет право создавать тот мир, в котором вы хотите жить. Вот я хочу в каком-то мире своем жить. И наше право окружать себя теми людьми, которые нам приносят там не негатив, да, а какие-то позитивные классные эмоции. Как минимум, может быть. Если это иногда негатив, то это должно нас, по идее, подталкивать к тому, чтобы нашу жизнь менять в лучшую сторону, да, может быть, она нас чему-то учит. Так, давайте быстренько. Еще какая женщина, потому как не совсем понятно. Какая еще вы? Опять показано какие-то новости, что-то уже ждете. Ну вот женщина сейчас, часть вот по этой карте, видите, мужчина как свое сердце стеклянным делает, замораживает. И карта дальше гармония. Женщина, которая учится лишний раз выживать в этом мире, приспосабливаться в хорошем смысле, старается не так эмоционально, может реагировать. Может быть, даже вот у меня недавно такая ситуация была. Я сама для себя удивилась. Женщина очень нервная, как-то отвечала на обычные вопросы, так как-то. В другой момент я подумала, какая-то вообще, ну у тебя нафиг держаться от тебя подальше. В другой раз я бы подумала, там, это, ну, что-то агрессия против меня настроена. Как-то, может быть, как-то я это, не знаю, эмоционально более восприняла. Потом я посмотрела на нее, она в отношении почти всех так ведет себя. Ну, то есть, конечно, мне хотелось... Знаете, мужчины так часто говорят о женщинах. Я так слышу, да, когда женщина сексуально не удовлетворена, у нее вот эти вот перепады, она может быть ярко какой-то агрессивной, потом ходит, как зализывает раны, пытается с тобой подружиться. Вот это такой типаж. Я вчера настолько я к этому спокойно отнеслась. Думаю, это меня не касается. Это просто, ну, где-то больной такой человек, да. Вот, и для меня это так спокойно все прошло какое-то это. И потом она пришла и сама тоже что-то пыталась ко мне чуть ли не дружеские отношения опять выстраивать. Ну, я, понятно, держу ее на вытянутую руку, но просто для себя делаю вывод. А если бы я так как-то среагировала эмоционально, ну и что? Для меня ничего хорошим бы это не закончилось. Я бы свои нервные клетки потратила. У вас тут тоже что-то очень похожее. Вот, как будто бы вы стараетесь это свое сердечко замораживать. То есть контролировать эмоции, контролировать реакции на каких-то неадекватных, больных, токсичных людей. Как будто бы правда тоже, как выстраиваете перед собой планочку, такую какую-то стену и говорите, меня это не касается. Это ответственность, зона ответственности этого больного человека во всех смыслах. Должна ли я его жалеть, не знаю. Но и себя я должна жалеть точно. И не тратить свои эмоции на него. Вот. И тут как будто бы вы новостей каких-то ждете. Может быть, эти новости, вы понимаете, не могут прийти не очень хорошие. Но вы уже заранее настраиваетесь. В любом случае я буду в гармонии. В любом случае я выбираю себя, свое психологическое здоровье. Это моя зона ответственности. Вот. Как, знаете, вот эта ответственность наша. Как мы на это все реагируем. Потому как, да, кроме себя, ну, кто о нас позаботится? Мы сами должны по себе заботиться. Мы же взрослые уже девочки. Тут что-то такое, умнички. Так, давайте быстренько посмотрим, кто я для людей, да? Кем ты являешься для людей? Какой тебя видят? Какой тебя воспринимают? Кто я для людей? Так, пока делаю расклад, хотела попросить вас, мои хорошие, кто еще не подписался на расклад, подпишитесь. Ой, на расклад, на канал. И лайки сами себя не поставить. Не стесняйтесь, товарищи, ставьте лайки. Так, кто я для людей? Тут так актуален расклад в тот момент, когда вы его открыли. То есть сейчас это такая информация, кто я для людей. Через месяц может быть совершенно другая, кто я для людей. Кто я для людей? Возьмем эротическую, дабы было интересней. Кто я для окружающих людей? Так, смотрим.
Ух ты, первая карта. Замечательная. Звезда. Ну, кстати, вас многие воспринимают внешне привлекательно. В первую очередь характеристика на звезду, девочки, это интеллект. Я всегда повторяю. Интеллект, наличие талантов, способностей. Это все сюда, девочки. Звезда — это вообще самая наивысшая характеристика на женщину. В принципе, очень похожа. Ну, если можно так сказать, императрица в чем похожа? По значимости, но она более какая-то земная, ну, там другие характеристики. Я имею в виду, насколько вас видят вот достойны. По звезде, не знаю, недостаток, не недостаток, но нюанс этой карты в том, что изначально вас люди могут воспринимать, знаете, такой, зазналась, корона на голове, холодная, отстраненная, надменной даже. Но те, кто вас поближе узнают, я думаю, прекрасно понимают, что это всего лишь какая-то защитная реакция, или, ну, по крайней мере, вам так удобнее, да, может быть, не распахивать эти объятия и сразу не надеяться на то, что можно выстроить с людьми дружественные какие-то форматы. Ну, я не говорю, что вы там их отталкиваете, нет, просто говорю, что такой нюанс может быть по звезде. Ну, так, еще женщина, которая идет к своей какой-то цели поставленной, может, у кого-то прям видение себя, миссия какая-то, может быть, увлекаетесь чем-то, то же самое эзотерика, да, вот видят вашу какую-то вот инаковость где-то, вот, но при этом женщина идет, там, поставила какую-то цель, и это даже мечта, да, какая-то, вот, и я горю этим, я хочу этим заниматься, у меня есть цель достигнуть этого чего-то, да, но тут дальше странные карты такие, знаете, как будто по этим картам показано, что вы хотите, вы пытаетесь, вы как-то и так пытаетесь, и так, тут карта мост, тут два мостика, тут как будто бы, если так не получается, я буду пробовать по-другому, но тут как будто бы карта звезда, и дальше карта вот, это как свинью подложили, неприятность, как будто бы женщина надеется на, ну, надеялась, да, на один какой-то результат, да, то есть, может, быстренько у нее получится там достигнуть, я не знаю, что, рост там по карьерной лестнице, или, может быть, вы там придумали, у кого какая мечта, уж не знаю, у кого-то, может быть, ну, какой-то, может быть, ой, что-то мне в голову приходит, да, у кого-то там картину написать, там, замечательную какую-то, или книгу, да, книгу написать. И вот вы стараетесь, да, вам как будто кто-то вот палки в колеса пытается ставить, но где-то, может быть, какие-то там что-то не получается, и там как-то вот что-то как будто бы сейчас полоса препятствий таких. Но меня радует то, что вас люди видят, что, может быть, у вас не совсем все так гладко, как бы вы хотели, но вы руки не опускаете. Я говорю, как будто женщина, если не получилось сразу вот так, ничего страшного, значит, я обыграю эту ситуацию, я подойду с другой стороны, я еще буду пробовать. Вот если у меня не получится так, значит, время пройдет, я еще буду, вот как будто бы, ну, тут даже не то, что там вы в одни и те же двери бьетесь, да, и сломя это голову, лоб разбиваете. Нет, тут как будто бы вариативность есть, вы стараетесь, по крайней мере, ну, такое не идет. Так, карта ритуал, по счастью, талисман. Офигеть, какой вас видят женщина. Женщина, которая, кстати, ну, правда, если кто-то знает, что вы увлекаетесь эзотерикой, тут таро, психологией даже. Но женщина, которая может как-то нестандартно, опять-таки, себя транслировать в этом мире. Может, как-то философский взгляд на какие-то вещи. Опять-таки, на взаимоотношения. Карта ритуал, подкова, талисман. Вас видят, на самом деле, везучей женщины. Женщина, которая, вот если рядом с вами будешь, то точно, как минимум, умных каких-то вещей наберешься. Как будто бы, ну, не зря время с вами проведешь. Знаете, такая интересная женщина. Женщина, которая приносит, кстати, удачу и талисман. Ну, смотрите на вас, какие карты ложатся. Женщина как будто бы знает, как правильно даже из какой-то, ну, обыденной какой-то ситуации, там, где и радоваться-то особо нечему, да, вы извлечете пользу. Мало того, что пользу, вы как-то можете трансформировать, прям, ну, тут такие карты, девочки, как трансформировать даже данное, то, что есть, вот, подкова, и счастливо быть в этом моменте, и этим как заряжаете людей, даже показываете им, и ты можешь быть в этом счастлив, и ты можешь это использовать.
талисман, сами вы являетесь таким, знаете, как талисманчиком, благодаря вам у людей там прет, и дела делаются, и желание может быть жить. Тут, девочки, хороший психолог, у вас тут какая-то, у вас мотивация классная, это прям, ну, я понимаю, что это может быть не на ровном месте, вы там, но тут карта ритуал. Вот знаете, как будто женщина может сама себя, как батарейка, да, заряжать, и благодаря этой энергии еще рядом окружающих заряжаете, подзаряжаете. Мотиватор сумасшедший тут такой. Классная энергия, вообще обалденная энергия. И смотрите, ритуал, тут подкова, это счастье, это привлечение счастья. Сама по себе женщина, вот, которая показывается, может быть, можно быть счастливой? Можно, нет ограничений. Ты только делай что-то. Карта талисман, может быть, тоже даже добрым словом вам, когда человек хреново вам перезванивает вам, а вы ему там: да у тебя же то хорошо, и то хорошо. Ну, временные неудачи у всех бывают. Да и у меня было вот. Но смотри, сколько у тебя перспектив. Смотри, перед тобой те дороги открыты, а ты еще там не пробовал. Ну, тут как будто бы, да ты молодец, тут похвалит, тут такая. Так, карта Аист очень домашняя, любит деток. Женщина, которая очень важна, чуть ли не на первом месте, на самом деле, помимо того, что вот ваше предназначение, да, ну, тут женщина архиважна, дом, семья, вот какая-то теплая атмосфера, вот это вот вам, по крайней мере, какой вас видят мамочкой заботливой. При этом опять еще вот наряду с этими картами идет госпожа удача и карта кольцо. Ну, может быть, считают вас женщиной, которая удачлива сама по себе или приносит удачу, да, если там в каком-то там, не знаю, уж коллективе, может быть, дружить с вами, да, уже удача. Так, карта кольцо, это можно, конечно, протрактовать женщина, которая, ну, замужем, да. Так, сейчас. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Какой тебя видят, да, кто я для людей, кто ты для людей. Так, карта кольцо, если подряд вот так вот, Аист, госпожа удача, кольцо, тут тоже можно так. Женщина, ну, как все мы, да, можем где-то в отношениях, даже в личной жизни, да, могут периоды там подъема и наоборот, упадок, не упадок, но когда хочется руки опустить, то тут вас видят женщина, которая в любом случае в личной даже жизни, даже, может быть, если с одним партнером не получается, вы пробуйте еще с каким-то человеком. И тут не просто так пробуйте ради того, чтобы пробовать, да. Госпожа удача, Аист, для того, чтобы быть счастливой в отношениях. Ну, может быть, у кого-то, если это брак даже длительный, то опять-таки нет такого, что там вы пустили на самотек уже, и все, и все вокруг вас виноваты. Нет, вас видят женщины, которая будет стараться наладить отношения, улучшить свою жизнь, может быть, даже шансы давать. С одной стороны, это можно воспринять, да, как, ну, зачем эти шансы давать, если брак, ну, не обязательно там трещит по швам, но проблемы. А для того, чтобы ценность этого брака сохранить, вы видите ценность этого брака. Многие там не видят и ищут где-то тоже, опять-таки, в чем-то новом. Тут, в принципе, вас видят какой-то мудрой женщиной, женщина, которая созидает. Так, двойка жезлов. Интересно. Кстати, уж не знаю, как это просто протрактовать. У кого-то видят женщины, для которой материалка в семье имеет огромное значение. То есть делайте выбор в сторону материального. Ну, как есть тут так. Но при этом, смотрите, счастливая семья, да, правильно, счастливая. Типа папочка, такие детки, и все держат монетки, десятка пентаклей. То есть наряду с тем, что счастливы дети, муж, я надеюсь, и вы счастливы, да. Но вот вас видят женщина, которая, ну, знаете, тут не то, что там отдаст предпочтение мужчине, у которого материальный статус там какой-то высокий. Я думаю, что женщина, которая сама будет прикладывать усилия, и тут и поддерживать уровень этот материальный, то есть вряд ли вы будете просто лежать на лаврах, да, или на какой-то перинке, да, я имею в виду в семье. Я думаю, вы тут львиную долю тоже сами прикладываете, ну, хотя сказать, тяните лямку, да, некрасиво, это особенно не по-женски это как-то звучит, девочки, но реалии нашей жизни, к сожалению, наверное, не всегда таковы, что там приходится просто лежать, там, не знаю, в каком-то
в саду, да, на софе на какой-то там и кайфовать, да. Ну, приходится работать, иногда и не очень легко. Тут вас видят женщины, которые действительно будут прикладывать усилия, так как материально для нее имеет огромное значение. Ну, в данном контексте тут даже для вас понятно, но тут и огромное значение имеет, что вы хотите, чтобы ваши детки материально там были, мягко говоря, ни в чем не нуждались. Опять-таки, почему-то тут двойка жезлов, и куда-то плывете в сторону семьи. Какой вас видят? Видят, женщина, может быть, которые были, ну, выбор из там даже ни одного мужчины, да, и вы там могли какое-то время колебаться, выбирать, быть в сомнениях, но потом выбрали вот какую-то стабильность. Или в принципе, как будто бы у вас есть искушения какие-то, ну, может быть, там мужчины проявляют к вам интерес какой-то. Есть искушение, есть мужчины, вот почему-то видят вас окружающие, но вас не обращают внимания. И вы тоже как будто об этом знаете. Нет такого, что там вы идете по улице там, или на работе, там, и на вас смотрят, с вами заговаривают, а вы там вообще нет. Вот как-то вот у вас туннельное зрение, вы видите только там мужа своего или одного мужчину. Нет, такого нет. Как будто бы люди понимают, что как минимум вы осознаете то, что вы интересны для еще каких-то мужчин. Но тут показана карта, где вы плывете, шестерка мечей, плывете в сторону, 100% выбираете семью. Причем не так просто номинально, чтобы была, да, как у нас бывает. Мужчина подходит, не подходит какой-то там, уж не знаю, как это, не хочу там мужчин наговаривать, но какой-то плюгавенький, какой-нибудь там злоупотребляющий алкоголем. Ну, есть и хорошо, да. Нет, тут для вас очень важно, чтобы мужчина материально как-то, по крайней мере, не транжирил деньги, по крайней мере, чтобы это было все в дом, в семью, вот тут такое. Но в идеале, чтобы он там зарабатывал хорошо, да, там подарки дарил, обеспечивал вам вот эту вот материальную сторону. Дальше сейчас буду докладывать, какой вас видят еще. Знаете, вот так, если подряд вот прочитать, кем вы являетесь для людей, понятно, тут с вас был пример. Даже удача с вами, надо поговорить, пообщаться. Удача с вами, дружить с вами, это удача. Так, вот кто-то про вас тут вот может думать, кстати, что вы на самом деле очень сильная женщина, потенциал огромнейший, но вы сами себе являетесь врагом, подсознание ваше, это страхи. Видите, тут такой как монстрик изображен, и он держит эту прекрасную девушку на руках. Карта называется подсознание. То есть ваш самый главный враг, ну я вас не удивлю, да, это вы сами. То есть это те ограничения, страхи, это где-то эти рамочки, да, которые вы выстраиваете. Вот тут просто многие на вас смотрят и думают, блин, она могла бы еще большего достичь, она могла, у нее потенциал сумасшедший, она это все умеет, там, и интеллект позволяет, да, и навыки какие-то, способности. У кого-то может, кстати, здоровье подводить, потому что не в полной мере можете это все вывозить иногда, потому как тяжело бывает. Но вот тут вот даже вот то, что у вас какие-то полоса неприятностей где-то по достижению вашей какой-то мечты, они видят то, что вы не опускаете руки, но многие говорят, а она могла бы еще планку выше поднять, она могла бы даже то, о чем она там боится мечтать или не мечтает. Это вот, допустим, в коллективе, если вы там с вами общаются, говорят, блин, а что ты тут делаешь? Тебе вообще место там в другой компании какой-то, вообще с другим заработком. Или там, ну, даже не знаю, там какой-то, допустим, образование у вас есть, да, а окружающие видят вас, ну, как будто бы 100% женщина могла бы где-то раскрыть себя еще в других каких-то сферах, да. Ну, тут такое вот. Как будто бы, ну, все позволяет для того, чтобы выше какой-то, ну, эффект, да, от жизни улучшать. Вы могли бы улучшить свою жизнь. Вот тут как будто бы окружающие это видят. Потенциал сумасшедший. Сильная женщина, которая все под силу. Но подсознание, страхи, печальный какой-то опыт, вот как будто бы не дает в полной мере раскрыться. Почему я это говорю? Потому что эта карта, она метафорическая. Тут, как ты видишь, так считываешь. Я эту карту всегда считываю. Человек, который делает шаг вперед, 3 назад, шаг вперед, 3 назад. Вроде бы как бы и движется, да, и идея такая в движении, но тут в данном случае человек сам себя тормозит. Ой, как-то так. Ну,
тут пела вам дифирамбы, под конец чуть-чуть вам это, да, хотел сказать, подпортила картинку. Ну, то, что я вижу, то и говорю, девочки. Ну, я правда, объективно, тут такие карты, посмотрите. Подкова, талисман, госпожа удача, девочки, и звезда одна, что стоит, и сила карта. Ну, по этой карте, кстати, эротически я тоже должна сказать, может быть, как торможение, как сами себя тормозить. Это карта эротическая, еще раз повторюсь. Тут такой типаж, может быть, женщина слишком может влюбляться в кого-то и долгое время держаться за какого-то мужчину. К сожалению, да, даже где-то разрушая себя, даже где-то сама в себя отнимая вот эти вот шансы какие-то на здоровые отношения, на, может быть, если в отношениях с другим человеком ее бы больше кто-то любил, ее бы обожал, за нее бы кто-то больше держался. Вот, тут тоже, кстати, такой подтекст может быть. Делайте. Так, какой вас видят? Кто я для людей? Ну, у кого-то, кто-то вас видит женщина, которая, ну, смотрите, в прошлом получила болезненный опыт, разбитое сердце. Это не обязательно в любовной прям сфере. Ну, как правило, да, где-то с мужчинами разочарование какое-то произошло во взаимоотношениях. В принципе, может, разочарование в людях. Там дружба, близкие люди, где-то как глазки открылись, опять-таки, где-то, если это какой-то трудовой коллектив, женщина, которая уже болезненно, где-то обожглась, может быть, дружба, поддержка, взаимопонимание. Вот это для вас это болезненно все так прошло. Опять-таки, надеялись на одно, в людях увидеть взаимоотношения, вкладывали в отношения свой смысл какой-то, получили отдачу совершенно иную. Это вам где-то разбило сердце. Ну, благодаря этому и розовые очечки слетели, где-то смотрите на мир уже реально. Освобождение. Освобождение где-то от, ну, может быть, иллюзий, да, назовем это так. Из кокона бабочка вылетает, иллюзии. Карта коса, тут все, разрушение того прошлого вашего мировоззрения. И какой вас видит, на самом деле, женщина очень умная, женщина-воительница, которая умеет свои эти рамочки, границы изначально уже выстраивать, оборонять. С интеллектом все в порядке, как будто бы вы уже не допускаете тех каких-то прежних токсичных форматов взаимоотношений. Всего касается с мужчинами, с коллегами, тут, с друзьями. Ну, что вам скажу? Умная женщина. По этой карте еще идет женщина, которая, кстати, может построить очень хорошую карьеру, реализоваться в жизни. Ну, один нюанс, конечно, иногда может увлечься, и не буду говорить идти по головам, вряд ли это, конечно, ваше, да, но тут как будто бы иногда, когда женщина вот так вот прям всю себя вкладывает, знаете, где-то говорит, я в любви не добилась там каких-то успеха, да, не слишком счастлива в любовной сфере, ну, максимум уйду в работу, достижение там поставленных этих целей, то можно и свою жизнь себя закрыть от каких-то милых мелочей, даже общения с родными, с близкими. Тут как будто бы не нужно об этом забывать. И не нужно забывать о том, что в нашей жизни все непредсказуемо на самом деле. Не нужно свое сердце схлопывать. Может быть, придет в вашу жизнь там новый какой-то человек, друг, может быть, мужчина какой-то появится. Да? Я к тому, чтобы не полностью себя закрывать от внешнего какого-то мира, от общения. Только работа, работа, работа. Нет, тут как будто бы нужно давать себе шансы еще. Как минимум отдыхать, да? Расслабляться. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!